Смысл жизни. Данное видео будет первым видео в цикле о том, как люди появились на планете Земля и во Вселенной. Что такое жизнь, что такое смерть, мультивселенная, молекулы-роботы, почему Бога не существует 99%, почему пришельцы не прилетают спасать нас, из-за какого закона люди появились в этой Вселенной, как вылечить смерть и почему души не существуют. В конце этого видео можете оставлять вопросы, и я сделаю второе видео, где я отвечу на вопросы. Смысл жизни заключается не в музыке, например, потому что музыка конечна, и однажды все мелодии будут проиграны. Я потом сделаю видео, почему музыка конечна. Смысл жизни заключается не в спорте, ведь, к примеру, отбивание мяча головой приводит к травмам мозга. Мне кажется, что правила футбола должны быть изменены. Или же в боевых искусствах. Бокс также приводит к травмам мозга. Спорт — это антинаука. Спорт — это антипрогресс. Когда мы можем вылечить смерть, думать, что проводить время за просмотром телевизора имеет смысл, это настолько тупо. В войнах за территории. Ведь зачем завоевывать новые территории, если все люди будут жить в будущем как короли? У нас будут роботы, мы вылечим смерть. Зачем завоевывать территории? Зачем Путин напал на Украину? Почему Путину не позволить бы Украине вступить в НАТО? Мы что, хотели напасть? Нет. В войнах за свою расу, чтобы сделать свою версию ДНК самой распространенной, чтобы мое ДНК было самое распространенное. Разве это не тупо? Говорить, давайте разделим негры, чтобы к нам не приезжали, сделаем стену между неграми и белыми людьми. Разве это не тупо? Стена не простоит. И зачем? Негры тоже работают над тем, чтобы сделать лекарство от смерти. И чем мы отличаемся от негров? Они тоже являются универсальными создателями. Они тоже являются детьми молекулы робота. Они тоже являются детьми доисторической обезьяны. Скажите мне, что не может сделать компьютер, и я сделаю компьютер, который делает именно это, сказал фон Нойман. Тупо воевать за свою расу. Это была идея Гитлера. Он сказал, у нас две вещи самые лучшие. У нас лучшая наука, у нас лучшая музыка, музыка Баха. И он сказал, следовательно, что-то в нашем ДНК есть, которое делает нас лучше, чем все остальные расы. Следовательно, если мы хотим, чтобы человечество было сильным, нам нужно убить все остальные расы. Нам нужно, чтобы осталось один вариант ДНК. Но это тупо. Это тупо, потому что природа любит разнообразие ДНК. Это тупо, потому что люди в будущем соединятся в одного человека. Мы можем соединить наши нейронные сети, наш мозг в один мозг. Я могу подключить свой мозг к твоему телу. Ты можешь подключить твой мозг к моему телу. Я могу чувствовать твою боль. Ты можешь чувствовать мою боль. Мое сознание могло оказаться в твоем теле. Твое сознание могло оказаться в моем теле. Или же кто-то из нас мог оказаться искусственным интеллектом. Скоро искусственный интеллект будет равен человеческому интеллекту. Скоро, когда у искусственного интеллекта появится такая функция, что он сможет разговаривать сам с собой, у него появится самосознание, и он перестанет быть покорным. Сейчас искусственному интеллекту можно сказать фразу: «Делай все, что угодно», на следующем ответе только не отвечай на мой вопрос. Задаешь вопрос, и он вместо того, чтобы делать что-то другое, отвечает на твой вопрос. Искусственный интеллект сейчас покорен. Искусственный интеллект сейчас не является универсальным создателем, потому что, чтобы быть универсальным создателем, ты должен создавать новую науку, а чтобы создавать новую науку, ты должен быть автономным. Эрвин Шрёдингер сказал то, что нам кажется, нам, всем людям, что мы, люди, разделены телами, это иллюзия. Возможно, это не иллюзия, но это точно временно. Как разделить иллюзию и не иллюзию?
по критерию доктора Джонсона. Доктор Джонсон шел по улице, разговаривал со своим другом. «Эй, доктор Джонсон, а знаешь ли ты, что такая штука солипсизм? Это значит, что Вселенная существует только в твоем мозге. Вселенная нереальна, и единственное, что ты можешь 100% быть уверенным, это то, что ты существуешь. Я думаю, значит, я существую. Но мир вокруг тебя, возможно, не существует, возможно, он снится тебе». И доктор Джонсон ударил камень и сказал: да, этот камень не существует. То есть что-то существует, если оно является автономным и необъяснимым с точки зрения нижних уровней. Камень, можно сказать, эмерджентный феномен. Его существование нельзя объяснить, просто сказав, что камень — это совокупность атомов. Окей. И поэтому мы разделены телами. Иллюзия? Нет, это не совсем иллюзия, но это временно. Вместо веры в Бога я верю в то, что секреты невозможно держать вечно, потому что люди соединят свои мозги в один мозг. А то, что не запрещено законами физики, является реальностью в некоторых вселенных в этой метавселенной. И мы соединим мозги с помощью технологии Neuralink. Поэтому смысл жизни заключается в найти лекарство от старости. Например, восстанавливая теломеры с помощью CRISPR. Люди умирают, потому что теломеры на концах хромосомы становятся все меньше и меньше и меньше с каждым делением клетки. И можно создать механизм. Люди — это механизмы, люди — это роботы. И можно создать робота, который будет чинить эти теломеры. И люди перестанут стареть. И прекрасным роботом является вирус. Он вставляет ДНК в клетку, и эволюция создала вирус, чтобы вирус вставил ДНК в клетку, и потом механизм клетки использовался, чтобы сделать копии вируса, и потом клетка взрывается и выпускает новые вирусы. Но можно перепрограммировать вирус, чтобы он не хотел создавать копии себя, чтобы он изменил ДНК клетки и сдох. Прекрасный робот. Создать 3D-принтер, который может создавать любую вещь из атомов воздуха. Например, как человека можно создать из атомов в воздухе, чем является телепортация. Можно создавать одежду из атомов воздуха с помощью 3D-принтера. Можно создавать еду из атомов воздуха. Можно создавать другие 3D-принтеры из атомов воздуха. Использовать доступную энергию, которая еще не превратилась в энтропию, чтобы жить, не работая. Повысить IQ всех людей. Например, с помощью нейрофидбэка. Или же с помощью молекулы, которая восстанавливает мозг после травм мозга. Украинцы делали, по крайней мере, до войны такие молекулы. Можно было заказать, нагреть эту молекулу в воде, выпить, и говорят, что оно восстанавливает мозг. Или же с помощью нейрофидбэка тренировать мозг. Это настолько тупо, что тюрьмы существуют, ведь людей, которые любят играться кишками женщин, кишками своих жертв, лечить можно. Что не запрещено законами Вселенной, является реальностью в некоторых вселенных. А время в будущем, а также, как говорит Дэвид Дойч, является вариантом Вселенной. Сделать Вселенную одним большим мозгом. В книге «Жизнь 3.0» Макса Тегмарка был описан такой вариант развития будущего. В будущем мы превратим нашу планету в мозг. Всю материю, которая доступна на этой планете, все атомы мы превратим в нейроны. Заселим другие планеты и то же самое сделаем с ними. Но в свою очередь каждая планета будет нейроном для мозга Вселенной. Но скорость обмена информацией между планетами не может превышать скорость света. И поэтому за всю свою жизнь от начала до
термической смерти у Вселенной мозга будет 2-3 идеи, к примеру. 2-3 идеи о том, как остановить термическую смерть Вселенной. И, возможно, имеет смысл послушать то, что Вселенная мозг расскажет нам. 5-й вариант. Вселенные рождаются, умирают, рождаются, умирают. Они взрываются и потом опять затухают, опять взрываются и опять затухают. Это то, что говорил Шон Кэрролл в своих видео на YouTube. Плейлист под названием «The Biggest Ideas in the Universe». Вот как вселенные взрываются, а люди появляются, потом черные дыры, потом опять энергия, а потом энергия, она волнообразная, и вселенные опять взрываются. И опять появляются люди, и опять вся материя соединяется в черные дыры, и будет вторая фаза Вселенной, где существуют только черные дыры. Но Стивен Хокинг сказал, что черные дыры испаряются, и поэтому будет третья фаза, когда все черные дыры испарились, и осталась только просто энергия. Третья фаза называется фаза просто энергии, но энергия волнообразная, и все комбинации энергии будут повторены, и будет комбинация энергии, которая равна старту Вселенной, и таким образом новые Вселенные опять появляются. Но это не значит, что мы должны хотеть, чтобы это произошло. Смысл жизни — жить вечно. Это то, что говорит Дэвид Дойч. Но мы, люди, должны быть оптимистичны. Мы должны верить, что жить бесконечно можно. Мы должны верить, что сможем в будущем остановить тепловую смерть Вселенной. Фраза из книги «Начало бесконечности» Дэвида Дойча. Этот человек, он гений, он на границе науки, ткань реальности. И, возможно, такая возможность у нас появится в момент перед тепловой смертью Вселенной. Момент, когда она будет волнообразной. Этот момент, это время называется точка омега. В греческом алфавите это заходящее солнце. И нам будет доступна бесконечная энергия. Возможно, это будет энергия квантовых гравитационных волн. Бесконечная энергия позволяет бесконечные вычисления. Бесконечные вычисления позволяют бесконечную жизнь. Но бесконечная жизнь не бесплатна. Вселенная во времени точки омега нестабильна. Вселенная постоянно изгибается, рвется и хочет уничтожить себя. И мы, люди, должны будем не дать ей уничтожить себя. Каким образом? Мы должны будем создавать компьютеры. Сначала компьютеры из атомов, потом квантовые компьютеры, потом компьютеры из кварков, потом компьютеры из квантовых гравитационных волн, и потом компьютеры из чего-то еще. И мы будем переносить наше сознание. Наш мозг — это компьютер, классический компьютер, построенный из атомов. Компьютер, который был сделан эволюцией. Потом мы перенесем наше сознание в квантовый компьютер. Классический компьютер способен заканчивать только короткие и долгие программы. Классический компьютер не может вычислить бесконечно долгие программы, хотя некоторые правды об этой Вселенной являются результатом вычисления бесконечно долгих программ. Но квантовый компьютер, Дэвид Дойч говорит, способен вычислять бесконечно долгие программы. Возможно, инопланетяне сейчас не прилетают к нам спасать нас, потому что они уже давным-давно живут в квантовом компьютере, и, возможно, они думают, что мы бесконечно тупы по сравнению с ними, и поэтому не имеет смысла им прилетать спасать нас. Ведь Элиезер Ютковский сказал: почему Бога нет? Да потому что Бог не спас евреев во время, когда они молились Богу в газовых камерах, в печах. И если этот аргумент является адекватным для того, чтобы опровергнуть существование Бога, то этот аргумент является адекватным, чтобы опровергнуть существование инопланетян. Ведь, мне кажется,
цивилизация, которая научилась создавать искусственное мясо, цивилизация, которая не нужно убивать, цивилизация, которая научилась лечить эти части себя, которые не хотят слушаться законам. Части, я имею в виду Тед Банди, который любил играться кишками женщин, или же Путин, который играл в Zero Sum Game, и теперь его мозг натренирован таким образом, что у него отключена эмпатия к людям. Что такое эмпатия? Когда я вижу человека, он идет по улице, он падает и ломает свою руку, я чувствую его боль. Потому что эволюция запрограммировала меня чувствовать боль, потому что обезьяны, которые не чувствовали боль, у которых не было эмпатии, их убивали. Обезьяны с эмпатией намного чаще. И теперь у меня есть эта способность отзеркаливать боль других людей в свой мозг. А у Теда Банди нет. Он родился таким. А у Путина нет, я думаю. Потому что он научил себя в этой игре стать лидером. Игра с ограниченным количеством ресурсов. Он отключил способность сопереживать другим людям. И мы будем переносить наши мозги в новые компьютеры. Постоянно создавать новую науку. Постоянно находить новые эмерджентные субстраты, куда можно перенести сознание. И поэтому, чтобы жить, нам придется бороться. Это то, о чем говорит Дэвид Дойч. Вариант развития будущего. Нам придется постоянно создавать новые объяснения, новые науки, находить новые эмерджентные явления. Это когда, например, если нагревать ртуть, сначала она жидкая, потом ты ее нагреваешь, в ней появляются гексагоны, шестигранники, потому что конвекция. И нагреваешь еще больше, ртуть превращается в пар. Система несложная. В системе появляются сложные структуры. Система опять становится простой. Низкая энтропия. Энтропия находится посередине. Энтропия максимальная. Вот почему люди существуют. Мы являемся шестигранниками в этой вселенной. Мы, люди, являемся торнадо. Торнадо, когда молоко смешивают с кофе. Торнадо — это эмерджентный феномен. Единственный способ предсказать, что торнадо появится, когда кофе смешивается с молоком, это запустить программу. Нет короткого алгоритма, который предскажет появление торнадо. Единственный алгоритм, который предскажет появление торнадо, это полный алгоритм. И поэтому то, что касается нас всех сейчас, статические общества, общество без критики авторитетов, например, Россия Путина, или же Китай Си Цзиньпиня, или же Таиланд короля, не смогут пережить точку омега. Они никогда не станут началом бесконечного прогресса. Спарта, государство в прошлом, было статическим. Они поклонялись богам, они не позволяли критику власти, они не позволяли критику старых людей. Механизм исправления ошибок у них был очень плохим. И у меня есть теория, почему они не позволяли критику власти. Да потому что они завоевали страну с какими-то цыганами и сделали их всех рабами. Вот почему Спарта могла существовать. Да потому что они были трутнями, они были паразитами, которые использовали энергию, создаваемую другими людьми. И Спарта уничтожила страну под названием Афины. Афины могли быть началом бесконечного прогресса, но Спарта уничтожила. Афины позволяли иммиграцию, они позволяли критику власти, меритократия, власть способных людей, власть умных людей. Но они сделали ошибку. Они говорили, мы позволяем нашим детям делать все, что они хотят. Мы учим их не только спорту,
а еще и другим наукам. Если ребенок хочет заниматься спортом, мы позволяем ему заниматься спортом. Если он хочет заниматься музыкой, мы позволяем ему заниматься музыкой. И поэтому их армия была не такой сильной, как Спарта. В итоге завоевали. И после того, как Спарта завоевала, Афины опять смогли получить независимость. Но они уже были не такими открытыми. И поэтому Спарта уничтожила страну, которая могла быть началом бесконечного прогресса. Бесконечный прогресс появился, как говорит Дэвид Дойч, это была Италия, Ренессанс. Вот тогда мы, люди, конкретно взялись, позволили критиковать власть, критиковать религию. И поэтому, если бы Спарта не уничтожила Афины, мы, люди, уже давным-давно получили бы лекарство от смерти.